Казалось бы, судьба к нему благосклонна. Имя Халита Эргенча уже давно вписано в историю турецкого кинематографа. Он был тем, кем восхищались. Тем, кому аплодировали стоя. Тем, на кого равнялись. Но сегодня это имя звучит в заголовках совсем в другом контексте. Обвинение. Суд, домашний арест. Как же получилось, что человек, сыгравший самого султана Сулеймана, оказался в центре громкого скандала? История, которая начиналась с почестей, теперь рискует закончиться приговором. И весь мир с замиранием сердца наблюдает за тем, как рушится одна из самых безупречных репутаций Турции. Халит Эргенч ворвался в сердце миллионов, когда впервые появился на экранах в образе султана Сулеймана. Это была не просто роль, это было перерождение. Каждое его слово, каждый взгляд, каждый жест, будто ожившая история Великой Османской империи. Его игра не просто впечатляла, а она завораживала. Он не играл правителя, он им был. Величие, достоинство, внутренняя сила – все это сделало его героем не только в сериале, но и в глазах народа. После выхода «Великолепного века» Халид стал символом целой эпохи. На улицах его узнавали. В прессе называли живой легендой. Он получил признание не только в Турции, но и далеко за ее пределами. Мир смотрел на него снизу вверх. А он, несмотря на славу, оставался человеком. Простым. Уважительным. Благородным. За пределами съемочной площадки Халит Эргенч жил другой жизнью, настоящей, глубокой и душевной. Он не был человеком вечеринок или светских скандалов. Он был человеком семьи. С Бергузар Карель их связала не просто любовь, а крепкое партнерство, в котором было место взаимной поддержки, вере и настоящему теплу. Они познакомились на съемках. Но то, что родилось между ними, не ограничилось сценарием. Их брак стал примером для тысяч семей. Их фотографии с детьми – олицетворение счастья, в которое хотелось верить. Халид – заботливый отец. Он умеет слушать, обнимать, защищать. И в каждом его интервью чувствуется одно – для него семья – это святое. Он никогда не позволял себе запятнать репутацию. Никаких громких разводов, ссор или публичных конфликтов. Только любовь. Только преданность. Только уважение. Вот почему сегодняшний удар по его имени стал таким болезненным. Потому что разрушать образ наигранного героя легко. А вот разрушить доброе имя настоящего человека страшно. И вот в один из обычных дней все перевернулось. Новость разлетелась по всем каналам: Халит Эргенч задержан. Поначалу никто не поверил. Как такое возможно? Тот самый Халид. Султан. Муж, отец, человек безупречной репутации. Но информация оказалась правдой. Актер был доставлен на допрос в связи с делом о финансовом мошенничестве. Ему вменялось не личное участие, а подозрение в сокрытии информации о действиях другого человека. Халид, по словам следствия, мог быть осведомлен, но молчал. Он сразу же предоставил доступ к своим счетам. Ответил на все вопросы. Повел себя спокойно и сдержанно. Как и подобает человеку, которому нечего скрывать. После допроса он был отпущен. Для всех это выглядело как недоразумение. Очередная ошибка, которая вот-вот будет забыта. Но, как оказалось, это было только начало. И тень, упавшая на его имя, еще не собиралась рассеиваться.
Когда все уже выдохнули с облегчением и решили, что буря позади, ситуация резко изменилась. Через несколько дней Халита Эргенча вновь вызвали в суд. На этот раз не как свидетеля, а как подозреваемого. Суд пришел к неожиданному выводу: прежние показания актера были признаны неполными и искажающими суть дела. Следствие утверждало, что Халид скрыл важные детали, которые могли бы ускорить расследование. Появились обвинения в фальсификации данных и сокрытии мошеннических действий другого лица. Теперь все было гораздо серьезнее. Актер, которого все знали как честного и открытого человека, оказался под угрозой реального наказания. Судебная система больше не смотрела на него как на народного любимца. Она смотрела строго и холодно, как на любого другого обвиняемого. Мера пресечения изменилась. Домашний арест, ограничения и ожидание следующего слушания, которое может решить его судьбу. И впервые за многие годы в глазах Халита Эргенча появилась неуверенность. Не за роль, а за свою жизнь и за будущее своей семьи. Пока актер находился под домашним арестом, за его спиной начала сгущаться другая угроза, молчаливая, но не менее разрушительная. Индустрия, в которой он строил свое имя десятилетиями, вдруг отвернулась. Продюсеры приостановили переговоры. Бренды стали пересматривать условия контрактов. Имена, с которыми он работал плечом к плечу, предпочли не вмешиваться. В шоу-бизнесе слухи распространяются быстрее, чем факты. И даже если вина не доказана, репутация начинает трещать по швам. Компании не хотят рисковать лицом своих компаний. Аудитория слишком чувствительна к скандалам. Даже один шаг в сторону, и карьера может быть уничтожена. А тут потенциальный приговор. Халид закрылся от прессы. Он не дает комментариев. Он не выходит на связь. Он пытается переждать. И каждый день становится испытанием. В стенах его дома тишина. Но за его окнами напряженное ожидание. И пока следствие движется вперед, актер стоит на грани не только личного краха, но и разрушения всей своей профессиональной жизни. Наступает решающий момент. Следующее судебное заседание уже назначено, а оно состоится на следующей неделе. И именно оно определит, останется ли Халид Эргенч свободным человеком или шагнет за решетку. Прокурор, который ведет это дело, впервые прервал молчание и дал тревожное интервью. Он заявил открыто: если все обвинения подтвердятся, актеру грозит реальный срок от 1 до 3 лет лишения свободы. Без поблажек, без привилегий, без исключений. Это заявление прозвучало, как удар молотом. Тысячи поклонников замерли. Семья актера в ожидании. А сам Халид молчит. Он не обвиняет. Он не оправдывается. Он просто ждет. Внутренне, как говорят близкие, он сломлен. Человек, который так долго вдохновлял других, теперь сам нуждается в поддержке. Его глаза больше не светятся прежним огнем. Он стал тише, закрытие, уязвимее. Но несмотря на все это, миллионы продолжают верить. Верить, что правда выйдет наружу. Что все это – лишь страшное недоразумение. И что имя Халита Эргенча будет вновь произноситься с уважением, а не с тревогой.